Привет, близнецы! С вами я, Татьяна, и это гороскоп, прогноз, Таро, расклад на месяц июнь для знака зодиака Близнецы. Вы можете смотреть этот расклад не только если у вас Солнце в Близнецах, но и если асцендент в Близнецах или стелиум планет в третьем доме или в знаке зодиака Близнецы. Итак, я, как обычно, беру 6 карт, и это будет описывать все сферы жизни вашего гороскопа в июне. Итак, посмотрим. Первая карта. Карта замок. Очень интересно, потому что она может говорить о том, что именно в июне у вас что-то решится в отношениях с вашими партнерами. Это могут быть как партнеры по работе, так и ваши личные партнеры. У кого-то это может быть сужение общения с партнерами. Например, у вас был выбор, несколько мужчин за вами ухаживало, но в июне останутся только один или только два наиболее серьезных, которыми вы предпочтете. Также она может еще говорить, этой картой, о том, что вы будете очень строги к людям, которые вас окружают по каким-то причинам. То есть вы будете несколько с критикой подходить к вашему близкому окружению. Карта замок — это как бы какие-то устои, очень консервативная позиция относительно других людей. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, потому что у нас есть еще другие социальные дома, которые тоже говорят об общении с другими людьми. Вот один из них — это карта звезда, да, третий сектор, 9. Прекрасная карта, она говорит о счастье в пути, о счастье в другой стране, о каких-то новых возможностях, которые будут открывать вам судьба только потому, что вы оказались в нужном месте, в нужное время, или что-то сказали такое, или с кем-то познакомились, какой-то человек, получили какую-то новую информацию, случайно кликнули по ссылке, и вот вам открылось то самое, что навело вас на очень важные мысли. Так, давайте дальше посмотрим. Карта медведь. Ну, здесь интересно получается, потому что если брать вот эти две карты, первый и 10 дом, они говорят, конечно, о том, что вы готовы к чему-то более серьезному в вашей жизни. Например, это новая работа, новая должность, новые отношения, либо узаконивание ваших отношений, либо вы просто хотите этого всего, чтобы было все очень серьезно, по закону. Возможно, вы будете обращаться в какие-то такие даже организации, где имеют дело с законом. Но и хочу сказать для тех, кому актуальна тема партнерства, здесь может быть такой мужчина, который, в общем-то, и предложит вам это все. Серьезный мужчина по карте медведь и замок вместе — это хорошие такие отношения, когда у вас не получится что-то там оставлять на потом или что-то там говорить, какая-то романтика. Здесь все четко, ясно. И стоит положиться на такого человека, потому что по карте медведь это человек, который берет в свои руки многое. Ну и вы и сами будете этого хотеть по карте замок, конечно. Что еще могу сказать? Здесь на работе у вас и в вашем окружении будут какое-то приятное общение, очень приятное. Вот, кстати, что-то я совсем не замечаю карту букет. Карта букет и беседка вместе — это, конечно, какие-то интересные отношения с коллегами на работе, либо даже не знаю, как сказать, с людьми, с которыми вы имеете какие-то дела помимо обычных дел. Конечно, это может быть еще говорить о том, что ваш человек будет преподносить вам какие-то хорошие такие подарки интересные, что он окружит вас такой приятной аурой светской жизни, что вы в июне даже окунетесь в это. Ну, у вас будет очень много каких-то встреч, праздников, ходить будете в ресторан, например, или на какие-то светские мероприятия, или этот человек, там несколько, может быть, даже человек. Ну, здесь по этим картам мы не видим, что несколько, да, как я уже сказала, у вас сузится круг поклонников. Но, возможно, к вам будут проявлять внимание другие люди, а вы будете немного их так охлаждать, потому что вы слишком разборчивы будете подходить к выбору вашего партнера, хотя у вас будут интересные
предложение провести время вместе. Кстати, эти карты, ну да, они говорят о хорошем финансовом положении, о помощи какой-то финансовой партнера, эм, об улучшении финансового положения вашего партнера или партнерши тоже может говорить о том, что его или ее доходы увеличатся в июне. И приятная атмосфера. Там, где вы будете находиться, вы, может быть, будете специально выбирать себе какую-то такую атмосферу. Может быть, кто-то в отпуск поедет в июне, это тоже будет очень благоприятно. Карта время, кстати, говорит о том здесь, что она может давать несколько значений. Может быть, вы будете меньше общаться с кем-то из друзей, да, на время это может быть только. А может быть, какие-то старые друзья снова дадут о себе знать, какие-то старые дела, группы, коллективы напомнят о себе, или вы будете просто об этом думать, вспоминать. Но, как я уже сказала, вот здесь карта звезда, которая дает вам успех в получении какой-то информации, в получении каких-то документов, важных документов. Поэтому вы можете этим воспользоваться в июне. Особенно, конечно, ближе к концу июня, потому что не забывайте, что у нас почти весь июнь будет еще ретро-Меркурий, и вы можете как раз здесь как-то обдумывать ваши дела, и вот уже ближе к концу месяца, я уверена, будет какой-то интересный результат. Давайте возьмем карту из колоды Moonology, которая даст вам совет на этот месяц. Это карта Старая Луна. Но вот она как раз-таки, да, или как сказать, убывающая Луна. Она как раз-таки говорит о том, что у вас могут быть какие-то... С учетом прошлого вы будете рассматривать свое будущее, да, вот так можно сказать. То есть вы будете опираться на какие-то прошлые дела, и как будто бы еще немного думать, не так все будет у вас вперед идти. То есть здесь какие-то старая луна это что-то вот связанное не просто с прошлым, а с какими-то основами, да, то, что делается на века. Как говорят, что вот когда мы хотим, чтобы ситуация быстро развивалась, мы ее делаем на новой луне, а если мы хотим укрепить корни, да, укрепиться в чем-то, то это делается на старой луне. Здесь не важно, чтобы быстро было, но важно, чтобы было основательно. И вот здесь такой для вас и совет на этот месяц, дорогие близнецы. Делайте все основательно, выбирайте партнера основательно, работу, какие-то дела, новое общение, новых друзей, проверенных временем. Вот это все здесь об этом, и у вас будут к этому прекрасные возможности, которые вам подарит Вселенная. Так что вот такой расклад для вас на июнь, и до встречи на моих новых видео. Всем пока!